second pick will be made by the Los Angeles Lakers. The Timberwolves hit the lotto, but the Lakers fans are plenty happy too. Plus, game one. Счастливы фанаты Миннесоты и Лейкерс. Почему поговорим мы сегодня в NBA Tonight? Ну и, конечно, счастливы фанаты Golden State Warriors. NBA Tonight стартует на Viasat Sport прямо сейчас. Welcome to NBA Tonight. Welcome into NBA Tonight. I am Doug Kazarian. Plenty of star power here on the set. Brian Windhorst and former #1 overall draft pick Brad Daugherty. And we will talk about the draft lottery later. Итак, мы начинаем наш обзор баскетбольный. Сегодня не самой большой новостью, да, вот самая большая новость сегодня у нас, то есть не с матча, вот так, а самая большая новость у нас действительно сегодня это драфт. Это драфт NBA и, соответственно, лотерея драфтовая, точнее даже так. Миннесота Timberwolves стала 4-й командой в истории, которая имела наилучший шанс на первый пик, соответственно, 25% имея худший результат в сезоне. Ну и вот в итоге они его взяли. Об этом еще поговорим сегодня, пока же перемещаемся к матчу Golden State Warriors и Хьюстона. Последний раз MVP и, соответственно, второй в голосовании за MVP встречались в финале конференции в сезоне 80-81. Это доктор Джулиус Рэндалл против, соответственно, против Ларри Бёрда. Ну а мы же отмечаем, что сегодня сражались... Джулиус Ирвинг, конечно. Джулиус Ирвинг, да. Так вот, сражались сегодня между собой Стеф Карри и Джеймс Харден. Это была очень классная баталия. Действительно классная, хотя у Хардена поначалу не шло. Харден в первой половине набирает 7, а Стеф Карри 11 набирает за первую четверть. Правда, во второй он практически ничего не попадает. Отмечаем мы, что в первой четверти 31-24 побеждает Хьюстон, но какой ценой Дуайт Ховард покидает пределы площадки с больным коленом, но, правда, затем возвращается. Шон Ливингстон был большим двигателем своей команды в первой половине сегодня. 16 он набирает за первую половину. Это очень важный момент для Golden State, и он помогает команде отыграть отставание в 16 же очков. Ну и Стеф Карри затыкает сирену еще под конец первой половины. Великолепная работа Стефа. Соответственно, вот это единственные 2 очка Стефа, единственный бросок, который он реализовал во второй четверти в этом матче. Дальше, казалось бы, все будет гораздо проще для Golden State. И временами так действительно и казалось и в дальнейшем. Но Хьюстон действительно боролся, хотя Стеф Карри продолжал очки штамповать. У Стефа сегодня 6 из 11 из-за дуги. 5-й матч в этом плей-офф, где он забивает 6 трёх. 34 набранных очка. Кто ему отвечает? Естественно, MVP Хьюстона, MVP регулярки. Это Джеймс Харден. Ну, опять же, MVP для своей команды. Да, официальный MVP все-таки Стеф. 42 минуты на паркете. 11 из 20. 28 набранных очков. Практически ничего не мазал он в четвертой четверти. На первых порах уж точно. 1 из 3 из-за дуги, но 11 подборов и 9 передач. И при этом, опять же, 4 перехвата сегодня он делает. 5 потерь, но потери в основном уже в концовке пошли. В самый нужный момент стало получаться отнимать мяч у соперника. У Дуайта сегодня 5 потерь в этом матче, но они-то как раз были в первой половине. Вообще Дуайт на паркете только 27 минут провел, 7 очков, 13 подборов. Его не хватило команде, не хватило в защите в первую очередь, хотя Хьюстон очень старался защищаться, но этого не хватило. 110-106 победа Уорриорз, 34 у Стефа Карри, со скамейки 18 дает Ливингстон, 6 из 8 попадая. Команда забивает 10 трёх в этом матче с процентом 34. Ну и в стартовом составе 15 Клей, 13 Дреймонд Грин, 14 Харрисон Барнс. Пытался поддержать сегодня Тревора Ариза Джеймса Хардена. 20-ку набрал, забив 4 из 5 из-за дуги. И 17 дал Джош Смит, но 17 после 16 бросков, что, конечно, не очень порадовал Кевина Макхейла. Letting games go, and so
В этой игре мы проделали как команда очень неплохую работу, отмечает Джеймс Харден. Нужно ее забывать, нужно настраиваться на вторую игру. Мы себя почувствовали очень здорово. Если мы так себя будем чувствовать во втором матче и подкорректируем некоторые вещи, это будет все очень здорово. Они вышли, они настроились лучше нас, отмечает Стеф Карри. Они действительно дрались за каждое очко. Нам, опять же, повезло, что мы были агрессивнее во второй четверти. Дуайт Ховард отмечает, что я, опять же, рад, что мои коллеги получили отдых небольшой, и, надеюсь, все будет хорошо к следующему матчу. Мы знаем, что у нас получалось многое, но мы знаем, что мы можем еще больше. 30 очков, 5 передач, 5 подборов и 5 трех в матче плей-офф, соответственно, вот Стеф Карри. В этом году это делает. До этого Ману, Коби, Рэй Аллен и Ларри Бёрд делали подобное. Все чемпионы NBA. Manu Ginobili, Kobe Bryant, Ray Allen, and Larry Bird, potentially 4 Hall of Famers there. То есть потенциально это все четверо Hall of Famers. Yet again, escape game one with the win, depending how you look through it. And Brad, I can tell you're really disappointed that Dwight Howard got that tweaked injury. Yeah, I think that the game plan for the Rockets was to take Dwight Howard and establish him on the offensive end and slow the Дуайта pace down Ховарда somewhat. нужно было использовать в команде. Рокетс, отмечают наши эксперты, и что команда, в общем, с успехом и делала. В первой половине, опять же, движение, огромное количество заслонов и 3 фола Эндрю Богута. Это вот то, что дал Дуайт Ховард своей команде. Да, у Ховарда при этом у самого сегодня 3 персональных замечания, вот за 27 минут он успел поймать. Но, опять же, он очень здорово работал в посте, да, он, опять же, напрягал своих оппонентов, физически заставлял трудиться своих соперников, но все это не принесло результата. To get these easy back cut plays. And he was, you know, a lot of it's because they're so worried about Steph Curry and Klay Thompson getting free to the perimeter. But 3, 4, 5 times in this game, back cut basket, back cut basket. Harrison Barnes, Curry set a screen for Harrison Barnes off an inbounds play with no time on the shot clock. They got a free basket. Brad, they've got to clean those up. Очень многое не получалось и в защите без Дуайта, когда трехсекундная была открыта, когда именно в усах некому было защищаться. У Хьюстона не успевали возвращаться, неправильно, опять же, расстанавливались, и все это, вот, все это переходило из количества в качество. Собственно, обладая при этом, да, Хьюстон как бы обладает номинально более хорошей передней линией, но при этом вот из краски Golden State сегодня набирает 50. Это очень немало для команды Golden State. Это выше ее среднесезонных показателей. Для сравнения, Хьюстон 52. Конечно, стоит отметить и тот факт, что Джеймс Харден сегодня большой молодец, но один он, сделав почти трипл-дабл с почти 30 очками, затащить команду не сумел. Но опять же, тот факт, что упустили разницу в 16, всего лишь второй раз в этом сезоне. Кстати, Рокетс проигрывает матч, ведя 16 по ходу. Но от этого, конечно, не проще Рокетс. Начиная с 7-й минуты, начиная, точнее, с отрезков 7 минут до конца, то есть с 5-й минуты второй четверти и до конца первой половины, соответственно, вот за 7 минут делает 25-6 рывок команды Уорриорз. Это, конечно, подмяло соперника очень серьезно. Вот ту четверть, соответственно, команда выиграла 34-24. Ну и в итоге, действительно, Ховарда не хватило, потому что, опять же, и подборы стали забирать. На чужом щите стал трудиться, например, даже тот же Шон Ливингстон. После паузы вот как раз перемещаемся мы к драфт лотереи. The Minnesota Timberwolves and owner Glenn Taylor looking for their first ever #1 selection. Глен Тейлор и Миннесота Timberwolves сегодня претендовали на первую вообще в истории победу в драфт-лотерее, соответственно, на первый в истории первый номер
пика для себя. Ну и в итоге так и получилось. 25% была вероятность этого. Мы рассчитываем взять невероятного молодого человека, который действительно нам поможет. Лейкерс взяли второй номер драфта, и этому были счастливы и Мэджик Джонсон, и Коби Брайант, 76ers третий, Knicks, Magic, Kings, Nuggets, Pistons, Hornets, Heat, Pacers, Jazz, Suns и Thunder. Part of the trade. Sixers held their true odds at number 3. The Knicks had the second best odds but fell to number 4. And Orlando will choose 5th. The range of excitement as wide as the actual distance between the nation's top 2 media markets. Jubilation in LA, disappointment in New York. Но в Нью-Йорке разочарованы очень тем, что они даже в тройку не попали. To number 4. Ну и вот реакция фанатов тоже. 76ers, например, Lakers, да. Да, мы играли как омно весь сезон. Ну и единственная правильная вещь, которую мы сделали, это взяли второй пик на драфт. Это вот выдержка из твиттера Коби Брайанта. Брэд Дорти, который сегодня нам помогает в освещении событий. Вот 17 июня 1986 года как раз Догерти был выбран Cavaliers под первым, в общем, номером драфта 1986 года. Brad, I hate to tell you that 1986 I was 8 years old. That makes me feel really, really old. But like in 86, when you went number 1 overall, this is going to be a year for big men, and I think we're going to see that. Отмечаем мы, что это год больших парней во всех смыслах. Карл Антони Таунс с Джалелом Окафором наверняка поборется за первое место, соответственно, в вот этом списке. But he's a great temperament, and I think he's going to be a good fit for them. They're going to make him the latest number 1 pick. Вот наши эксперты считают, что именно выпускника Кентаки возьмут первым. Джалил Окафор — это человек, который потащит Лейкерс, в этом сомневаться не приходится. Д'Анджело Рассел из Огайо Стейт. Опять же, им нужен позиционный драфт, и вот эту позицию усилять нужно, действительно. Разыгрывающий защитник, очень талантливый, очень мощный при этом. Джастис Уинслоу, small forward из Дьюка в Никс. Но не думаю я все-таки, что он по 4-м номерам уйдет. Ну да ладно. И Уилли Колли-Стайн, соответственно, 5-е место и в Мэджик. Не нужен Мэджик, по идее, центр, учитывая Пековича, но посмотрим. But you can't go wrong with either of those guys. I think Russell fits in perfectly. The only switch I have would be down at the bottom here. I would have Cauley-Stein going to the Knicks. They've got Carmelo Anthony, so they've got tremendous scoring. Вот как раз Уилли Колли-Стайн считает наш эксперт, что он пойдет в Никс. I think that puts him there. And then with Winslow, it gives the Magic an opportunity. И как раз Уинслоу пойдет в Мэджик. Athletic small forward for a veteran player to come in and help shore up that line. I think the Knicks are going to be right now taking interesting offers for that number 4 pick. I don't think they're thrilled with this. They were the big losers tonight for sure. В любом случае, большими лузерами нельзя назвать Никс, учитывая результаты драфта лотереи сегодня. With Vucevic and give him a dynamic front line with Elfrid Payton. So I think there could be some action in the draft starting at number 4, but I think these first 3 are going to be happy with what they get. I think that's a lock. Yeah. Gentlemen, thank you. Straight ahead, Sean Livingston, the unsung. Ну что, вот разобрались, опять же, разобрались, что к чему. Есть еще Эммануэль Мидей, который, правда, вот никому не известен. Tonight, Sean Livingston helped Golden State erase a 16. Возвращаемся к NBA Tonight и отмечаем великолепного и невероятного Шона Ливингстона, который 18 очков сумел набрать и, опять же, возглавил погоню своей команды за соперником. Да, во второй четверти. Он оставил нас в игре, когда все остальные, соответственно, у всех остальных ничего не получалось. Он большой молодец. Man, every night is way more than the points. He just happened to score tonight. The way he pushed the basketball for us and, continue to raise the tempo of the game. This is the furthest that I've been. The opportunity is amazing. But, again, just trying to bring energy off the bench. I think our bench has been good all year. Я пытался дать своей команде, отмечает Шон Ливингстон, максимальную энергию со скамейки.
Ну и опять же, у меня это получилось. На самом деле, я не геройствовал, я просто являюсь частью хорошего коллектива. I've been a little sluggish from the days off, having a game action in a few days, and we didn't bring it like we have the past few games, but we turned it on in the second quarter, and we played great energy, and if we do that, and we can play a great focus, we're hard to beat. Во второй игре нам нужно быть сфокусированными. Если, соответственно, мы это сделаем, то у нас все будет хорошо. Второй матч этой серии уже послезавтра с вами будем наблюдать. Ну а ближайшей ночью, естественно, первый матч серии на Востоке. Back with you on NBA tonight, Doug Kazarian alongside Brian Windhorst and Brad Doherty. All right, so big game two. Warriors were huge favorites in this series and in game one. Only a 4-point win. What adjustments do you expect? 4 очка всего лишь. Победа. Что ожидать от следующей баталии? Они победили, но при этом не играли в свой лучший баскетбол, отмечает Догерти. Если они будут контролировать темп, если они, опять же, не провалят сначала, и если не будет еще и Дуайта Ховарда у Хьюстона, то никаких шансов у Хьюстона не будет. Of taking care of the basketball and getting good shots in their offense. Even though a lot of their shots are three-point shots early on, they got to get better shots early on in order to give themselves a chance to sustain and build as they go throughout the game. Yeah, maybe the most important thing for game two will be what I would suspect would be an MRI tomorrow on that Dwight Howard knee. It looks like so many other knee injuries we've seen in NBA history where guys just fly in from the side. That's going to be big. The other thing I think for the Warriors, they got off to a very sluggish start in this game. They really took their crowd out of it. It took something very special, which was Sean Livingston having the best half of his career to get them back in this game. They can't allow that to happen in game two. They got to come out, use their crowd. Опять же, вот с ним соглашается наш другой эксперт. Выйдет команда и разорвет всех в том, что касается темпа, в том, что касается настроя, потому что обожглись уже серьезно. А в следующем матче может и не найти такого вот нового Шона Ливингстона. Just saying, it was a factor when the Lakers and Nuggets played, or even the NBA Finals, but a little bit, maybe the temperature was a little lower there. I don't know. Well, I mean, they played a lot of games. Every game, you're not going to be able to, you know, get a great start and have the fans into it right away. Things happen, but they got the ball rolling. They had huge runs, and the fans were really into it. I think that'll all be different next time around. All right, game two, Thursday night, 9 Eastern and 6 p.m. Итак, большая нас ждет баталия под номером 2. Будем надеяться, что получится она крайне-крайне яркой. NBA Tonight, brought to you by Speed Stick Gear. Finals get going tomorrow night. Atlanta has home court advantage, but the Cavs about 2-1 favorites out in the desert. They have LeBron. But the Hawks a little bit healthier, right? Cavaliers против Hawks. Уже ближайшей ночью мы с вами на Viasat Sport и Viasat Sport HD этот матч начнем смотреть, эту серию. Players have done a great job to get to this point, as have our opponents. You know, these are the days that the guys play for. Ребята, опять же, проделали огромную работу, и это один из тех дней, ради которого мы, собственно, все и собрались. Будет, отмечает Дэвид Блад. Эл Хорфорд отмечает, что мы не питаем никаких иллюзий, но при этом будем играть свою игру с Кливлендом. In terms of the regular season, Cavs won the first meeting, the Hawks won the next 3. LeBron missed a loss on December 30th. DeMarre Carroll missed a Hawks loss November 15th. And something interesting to consider for the playoffs, it's the 4th time LeBron has faced a 1 seed in a conference final. LeBron's team won all 3 previous meetings. Отмечаем мы, что в этом сезоне Хокс имеет преимущество, но, опять же, команда Леброна очень здорово играет, в принципе, в финале Востока. Этого нельзя не отрицать, но при этом давайте не будем забывать, что против Леброна будет защищаться DeMarre Carroll, а против него Леброн в этом чемпионате забил 3 из 15 всего лишь, например. Да, это вот если вспоминать. Но Леброн, конечно, будет зажигательным в этой серии, в этом сомневаться не приходится. От этого никуда не деться.
Вот Райли Карри, соответственно, она сегодня зажигала на пресс-конференции, она была ярче Стефа. He plays well, and obviously he did that for his team in the third quarter to really keep him close and keep him in, and that's what we're supposed to do. You see yourself? She's so funny. All right, she is just like this. She's only 2. It's the craziest thing. Ей всего 2, она уже такая сумасшедшая, да. Всем понравилось, я думаю, действительно всем понравилось. Яркая девочка растет у Стефа. Ну, игрок-то он сам тоже яркий. Oh, that's awesome, man. If you want to bring your child out, you can do it when the season is over at the very last game. I just think, look, this is part of your job, is to come out there and answer questions after the game on the podium. And you're on deadline. Don't you know? Oh, I know it's little cute. Girl, that's cool. You know, the NBA. Cool. Look, this was a big problem with the NBA about 10, 15 years ago. They actually banned kids, and they're going to have to bring that ban. They're going to have to bring that ban back. Or what? Bring your baby anytime. Or you get a little distracted. Riley was cute. Будем надеяться, еще мы Райли увидим в этом плей-офф. Будем надеяться, что Стеф еще даст к этому поводы. Why didn't you guys score any more buckets? If they're even asking questions, sometimes we learn from Pop. Why did you miss a shot? You know, have Pop bring his kid out there. That would be great. That I would sign up for. I think. Ну а на этом с NBA Tonight на сегодня мы прощаемся. Спасибо, что были с нами. Всем счастливо, пока. For Brad Doherty, Brian Windhorst, I'm Doug Kazarian.